Что происходит с человеком, когда судья зачитывает приговор? Одни падают в обморок прямо в зале. Другие бросаются на конвоиров, переворачивают скамьи и кричат такое, что секретарь суда перестает вести протокол. В 2019-м американец услышал пожизненный срок и расхохотался так громко, что судья объявил перерыв. А итальянский мафиози в ответ на приговор снял ботинок и швырнул его в прокурора с точностью профессионального метателя. Реальные залы судебных заседаний видели такое, что ни один сценарист не придумает. 22 марта 2017 в Федеральном суде Лос-Анджелеса судья зачитал приговор 32-летней Кристине Уолш. 8 лет за мошенничество с недвижимостью. В момент, когда прозвучало слово «виновна», Кристина издала короткий звук, похожий на всхлип, и рухнула на пол прямо между адвокатом и конвоиром. Зал замер. Судья прервал чтение. Адвокат бросился поднимать подзащитную, конвоир вызвал медиков по рации. Через 40 секунд Кристина открыла глаза, огляделась и снова потеряла сознание, уже на руках у фельдшера. Заседание перенесли на 3 часа. Когда она, наконец, очнулась окончательно, медики зафиксировали давление 90/60 и частоту пульса 110 ударов в минуту. Классический вазовагальный обморок от острого стресса. Казалось бы, ничего особенного. Люди теряют сознание в суде не так уж редко. Но дело Кристины Уолш стало знаменитым по другой причине. Когда журналисты подняли записи камер видеонаблюдения, выяснилось, что за 3 часа ожидания возобновления заседания Кристина в комнате для задержанных спокойно ела бутерброд, листала журнал и смеялась над чем-то вместе с охранником. Прокурор немедленно заявил, что обморок был симулированным. Защита ответила медицинской справкой. Судья выслушал обе стороны и добавил к приговору еще 6 месяцев. Не за симуляцию, а за попытку затянуть процесс. Но Кристина Уолш далеко не рекордсмен по обморокам в зале суда. Этот антирекорд принадлежит Марко Эспозито из Неаполя. В 2014-м его судили за участие в организованной преступной группировке. За 12 заседаний он терял сознание 7 раз. 7. Врачи каждый раз фиксировали реальные симптомы: бледность, холодный пот, падение давления. Прокуратура заказала независимую психиатрическую экспертизу. Эксперты провели с Эспозито 40 часов и написали в заключении одно слово – симуляция. Суд приговорил его к 14 годам. Когда судья закончил читать приговор, Марко Эспозито встал, поправил галстук и спокойно вышел из зала в сопровождении конвоя. Никакого обморока. Совершенно иначе все произошло в Токийском районном суде в 2021. 45-летний бухгалтер Хироси Кэндзи услышал приговор, 3 года условно за растрату, и упал. Но упал не от страха и не от симуляции. Он упал от облегчения. Медики констатировали синкопе на фоне резкого снижения адреналина. Прокурор требовал 5 лет реального срока. Когда судья назвал цифру 3 года условно, тело Хироси буквально отключилось. Нервная система не справилась с резким переходом от многомесячного стресса к внезапному облегчению. Его госпитализировали прямо из зала суда. Через 2 часа он позвонил жене и сказал, что чувствует себя отлично. Медики, специализирующиеся на судебной психиатрии, давно зафиксировали закономерность. Обмороки в залах судебных заседаний происходят в 3 раза чаще при оглашении приговора, чем в любой другой момент процесса. Ни при аресте, ни при предъявлении доказательств, ни при допросе, именно в момент финального слова судьи. Мозг до последнего держится за неопределенность. Когда неопределенность исчезает, тело реагирует раньше, чем успевает подумать разум. Если обморок — это реакция тела, то смех в момент приговора — это реакция, которую не понимает никто. Ни судья, ни присяжные, ни сам человек, который смеется. 9 ноября 2019 в окружном суде Огайо судья Дэвид Фрид зачитал приговор 37-летнему Джермейну Уоткинсу. Пожизненное заключение без права на досрочное освобождение. Уоткинс стоял прямо, смотрел на судью и молчал. Потом его лицо начало меняться. Уголки губ поползли вверх. Через 3 секунды он засмеялся. Громко, искренне, почти радостно. Судья Фрид остановился на полуслове. В зале наступила такая тишина, что было слышно, как гудит кондиционер. Адвокат схватил Уоткинса за рукав. Уоткинс продолжал смеяться. Судья объявил перерыв на 15 минут и вызвал судебного психиатра прямо в зал. Психиатр поговорил с Уоткинсом 8 минут и сообщил суду, что подсудимый психически здоров и отдает отчет своим действиям. Когда заседание возобновилось, судья спросил Уоткинса напрямую, почему смех. Уоткинс ответил: «Потому что я знал, что этим закончится. С того самого дня, как меня арестовали». Судья внес его слова в протокол и закрыл заседание. Психиатры называют такую реакцию защитным смехом, механизм, при котором мозг интерпретирует невыносимый стресс как абсурд. Это не веселье, это способ не сломаться прямо сейчас. Но бывает и другое.
В 2016 в суде Манчестера 29-летний Райан Коллинз услышал приговор 4 года за вооруженный грабеж и расплакался. Ничего необычного. Судья уже собирался закрыть заседание, когда Коллинз вдруг сквозь слезы начал смеяться. Одновременно. Плакал и смеялся, не переключаясь между состояниями, а буквально делая и то, и другое в один момент. Конвоиры не знали, как реагировать. Адвокат потом рассказал журналистам, что Коллинз за 8 месяцев следствия не проявил ни одной эмоции. Ни на допросах, ни на заседаниях, ни при встречах с родственниками. Тело копило все это 8 месяцев и выдало одним залпом в момент финальной точки. Совершенно отдельная история произошла в 2012 в суде Флориды. 53-летняя Линда Карпентер обвинялась в финансовом мошенничестве. Когда судья огласил оправдательный приговор, Линда не заплакала и не бросилась обнимать адвоката. Она засмеялась, тихо, почти беззвучно прикрыв рот рукой. Потом смех стал громче. Потом она встала и зааплодировала самой себе прямо в зале суда. Судья сделал замечание. Линда извинилась, села и продолжила смеяться уже в кулак. Видеозапись этого момента набрала в интернете больше 12 миллионов просмотров за первые 3 дня после публикации. Японские исследователи из университета Осаки в 2018-м опубликовали работу, в которой проанализировали записи 347 судебных заседаний. Смех при оглашении приговора они зафиксировали в 19 случаях. Из 19, 14 приходились на обвинительные приговоры с реальным сроком, 3 на оправдательные, 2 на условные сроки. Вывод исследователей был прямым. Чем тяжелее приговор, тем выше вероятность неожиданной эмоциональной реакции. Мозг не умеет обрабатывать информацию такого масштаба в режиме реального времени и выдает то, что выдает. 31 января 2018 в суде Лас-Вегаса судья Элизабет Гофф зачитывала приговор 42-летнему Конору Дженнингсу. 22 года за вооруженное ограбление с отягчающими обстоятельствами. Она успела произнести слово «20». И в этот момент Дженнингс перепрыгнул через барьер, отделявший скамью подсудимых от судейского стола. Расстояние между ними было около 3 метров. Он преодолел его за 2 секунды. Охранник среагировал только на 3-й. Дженнингс успел схватить судью за воротник мантии обеими руками, прежде чем его повалили на пол. Судья Гофф не упала, ее удержало кресло. Дженнингса скрутили 4 охранника. Весь эпизод от прыжка до фиксации на полу занял 9 секунд. В зале находились родственники других подсудимых, журналисты и практиканты юридического факультета Университета Невады, всего около 40 человек. Несколько человек бросились к выходу. Одна из практиканток получила ушиб колена в давке у двери. Судья Гофф взяла паузу 4 минуты. Потом вернулась на место, поправила мантию и дочитала приговор до конца. Дженнингсу добавили еще 8 лет за нападение на должностное лицо при исполнении. Итого 30 лет. Но это нападение было импульсивным. Совершенно другой характер носил случай в бразильском Сан-Паулу в 2015-м. 50-летний предприниматель Фернандо Асис пришел на оглашение приговора по делу о налоговом мошенничестве с заранее спрятанным предметом. Охрана здания суда пропустила его через металлодетектор, он не сработал. В момент, когда судья объявил 6 лет реального срока, Асис достал из внутреннего кармана пиджака металлический шарик для боулинга весом чуть больше 100 граммов, сувенирный, из немагнитного сплава, и метнул его в направлении судьи. Шарик пролетел мимо, ударился о деревянную панель за судейским местом и закатился под стол. Никто не пострадал. Асис был немедленно задержан. На вопрос следователя, зачем он это сделал, ответил: «Я готовился 3 месяца. Хотел попасть». К первоначальному сроку добавили 2 года. В 2023 в суде Варшавы произошло нечто, что попало в польские учебники по судебной безопасности. 36-летний Петр Новак, осужденный на 9 лет за серию краж со взломом, в момент оглашения приговора снял с ноги ботинок и швырнул его в прокурора. Бросок был точным, ботинок попал прокурору в плечо. Прокурор не пострадал физически, но потребовал занести инцидент в протокол и немедленно возбудить отдельное дело. Новак, стоя на одной ноге в одном носке, заявил в микрофон: «Этот ботинок стоит дороже, чем вся ваша честность». Фраза разошлась по польским новостным сайтам в тот же день. Суд добавил Новаку 1,5 года. Нападения на судей и прокуроров в момент приговора фиксируются в среднем 18 раз в год только по данным европейских судебных архивов. Большинство из них — импульсивные броски подручными предметами, стаканами с водой, папками с документами, ручками. Прямой физический контакт — редкость. Успешное нападение, при котором нападавший добирается до судьи. Единичные случаи за последние 20 лет. Системы безопасности в залах заседаний после каждого такого инцидента пересматриваются. После дела Дженнингса в Лас-Вегасе барьер между скамьей подсудимых и судейским столом во всех судах штата Невада был поднят на 30 сантиметров и усилен металлическими вставками. 17 апреля 2014 в суде Мемфиса судья начал зачитывать приговор 29-летнему Дереку Холлоуэю.
15 лет за торговлю наркотиками. На слове 15 Холлоуэй развернулся и побежал. Не к выходу из зала, к окну. Окно находилось на втором этаже. Он выбил его плечом, не снижая скорости, и прыгнул. Высота была около 5 метров. Холлоуэй приземлился на газон, сломал лодыжку, встал и попытался бежать дальше. Охранники догнали его через 40 метров. Он полз на руках, волоча сломанную ногу. К первоначальному приговору суд добавил 3 года. Холлоуэй провел первые 8 месяцев срока в тюремном медицинском блоке. Побеги из залов судебных заседаний происходят чаще, чем принято думать. Но большинство из них заканчиваются у первой же двери. Охрана перекрывает выходы раньше, чем беглец успевает добежать. Случай Холлоуэя выделяется именно потому, что он выбрал окно вместо двери. Это решение заняло у него меньше секунды. Принципиально иначе действовал Михаэль Бреннер в суде Мюнхена в 2009-м. 40-летний бухгалтер обвинялся в растрате корпоративных средств на сумму около 2 миллионов евро. Приговор — 6 лет. В отличие от Холлоуэя, Бреннер не бежал сразу. Он попросил разрешения выйти в туалет до этапирования. Конвоир сопроводил его к двери туалета и встал снаружи. Через 3 минуты Бреннер вышел из туалетной комнаты через вентиляционную шахту в соседний коридор, спустился по лестнице для технического персонала и вышел из здания через служебный вход. На нем был гражданский костюм, он пришел в суд без наручников, как вольный человек, ожидавший условного срока. Его искали 2 суток, нашли в Австрии, в небольшом отеле в 30 километрах от границы. Он заказал ужин в номер и смотрел телевизор. Срок вырос до 8 лет. В 2017-м в суде Сиднея произошел побег, который местные судебные репортеры до сих пор называют самым абсурдным в истории австралийского судопроизводства. 23-летний Тайлер Мёрфи слушал приговор 2 года за угон автомобиля и в какой-то момент просто встал и пошел к выходу. Медленно, без бега. Конвоир окликнул его, Мёрфи обернулся, сказал «я сейчас вернусь» и продолжил идти. Конвоир на секунду растерялся от абсолютного спокойствия происходящего. Этой секунды хватило Мёрфи, чтобы выйти в коридор. Дальше он побежал. Его поймали у главного входа. Там стояли 2 охранников. Мёрфи объяснил на допросе, что рассчитывал на эффект неожиданности. Никто не ожидает, что человек просто встанет и спокойно уйдет. Суд оценил логику и добавил год. Рекорд по длительности нахождения в бегах после побега из зала суда принадлежит французу Жан-Люку Моро. В 2003-м он сбежал из зала суда в Лионе прямо во время оглашения приговора. 8 лет за вооруженный грабеж. Моро опрокинул стол, создав секундный хаос, и выбежал через боковую дверь, которую охранник не успел заблокировать. Его искали по всей Франции. Нашли в 2011-м. В Марокко, в Касабланке, где он 8 лет работал поваром в небольшом ресторане под чужим именем. 8 лет в бегах. Ровно столько, сколько составлял его первоначальный приговор. Французский суд приговорил его повторно, уже к 12 годам с учетом побега и уклонения от правосудия. Есть реакции громкие, есть реакции физические, а есть те, что остаются в протоколе навсегда. Слово, сказанное в зале суда в момент приговора, фиксируется секретарем дословно, и некоторые из этих слов стали частью судебной истории. 23 сентября 2010 в суде Чикаго судья Ричард Пайк зачитал приговор 55-летнему Гэри Томпсону. 10 лет за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Томпсон выслушал приговор, выдержал паузу в 3 секунды и произнес в сторону судьи фразу из 8 слов, которую секретарь суда внесла в протокол с пометкой «Нецензурное высказывание в адрес суда». Судья Пайк немедленно добавил к приговору 6 месяцев за неуважение к суду. Томпсон ответил на это еще одной фразой, уже из 4 слов. Пайк добавил еще 3 месяца. Адвокат Томпсона схватил клиента за плечо и что-то быстро зашептал ему на ухо. Томпсон замолчал. Итого 10 лет и 9 месяцев вместо 10. Томпсон не исключение, а правило. Судьи по всему миру регулярно добавляют срок прямо в момент оглашения приговора за то, что слышат в ответ. В британской правовой системе это называется contempt of court, неуважение к суду, и карается немедленно, без отдельного разбирательства. Судья вправе добавить до 2 лет прямо на месте. В 2022 в суде Лондона 38-летний Дэниел Форд услышал 7 лет за торговлю фальшивыми документами и выдал в адрес судьи монолог длиной около 40 секунд. Судья Харрис слушала, молча, не перебивая. Когда Форд закончил, она спокойно сказала «плюс 18 месяцев». Форд открыл рот, чтобы ответить. Судья Харрис подняла руку. «Я вам не советую». Да? Форд закрыл рот. Зал выдохнул. Но проклятия бывают не только в адрес судьи. В 2016 в суде Неаполя 47-летний Сальваторе Греко, осужденный на 12 лет за участие в мафиозной структуре, повернулся не к судье, а к прокурору. И произнес не ругательство, а конкретную угрозу с именем, адресом и деталями.
Секретарь суда остановила запись и попросила уточнения у судьи, вносить ли это в протокол дословно. Судья ответил, дословно, прокурор немедленно получил государственную охрану. Греко получил дополнительно 4 года за угрозу должностному лицу. Охрана у прокурора оставалась еще 2 года после вынесения приговора. Отдельную категорию составляют так называемые ритуальные проклятия. В 2008 в суде румынского города Клуж осужденный за мошенничество 62-летний Думитру Попеску выслушал 5 лет реального срока, достал из кармана небольшой холщовый мешочек, бросил его на пол перед судейским столом и произнес вслух формулу, которую присутствующие впоследствии описывали как что-то похожее на цыганское проклятие. Судья прервал заседание. Мешочек изъяли и отправили на экспертизу. Внутри оказались сухие травы и куриная кость. Никакой угрозы безопасности. Попеску объяснил, что проклятие адресовано не судье, а свидетелю обвинения, который, по его словам, солгал. Суд добавил 2 месяца за нарушение порядка в зале заседаний. Судья, которому досталось проклятие, впоследствии рассказал журналистам, что проверил свое здоровье у врача на следующий день. Просто на всякий случай. Слова в момент приговора – это последнее, что человек может сказать свободно перед тем, как за ним закроется дверь. Некоторые тратят эту возможность на угрозы. Некоторые на проклятие. Некоторые говорят то, что копили весь процесс, и почти всегда за это платят дополнительным сроком. Но платят и все равно говорят. Не все дикие реакции в зале суда – это крик, слезы или агрессия. Иногда человек, услышав нужное слово, просто начинает танцевать. Прямо там. Прямо сейчас, не думая о том, где он находится. 4 июня 2021 в суде Атланты судья огласил оправдательный приговор по делу о краже со взломом. Обвиняемым был 34-летний Маркус Уильямс, который провел под стражей 14 месяцев в ожидании суда. Когда судья произнес слово «невиновен», Уильямс секунду стоял неподвижно. Потом сделал шаг в сторону, поднял руки над головой и начал двигаться. Ритмично, уверенно, как будто в его голове уже играла музыка. Конвоир, стоявший рядом, отступил на шаг и не вмешался. Адвокат засмеялась. Судья смотрел на происходящее молча около 8 секунд, потом постучал молотком и объявил заседание закрытым. Уильямс танцевал еще примерно полминуты. Видеозапись из зала суда опубликовал местный телеканал. За 2 суток ролик набрал больше 7 миллионов просмотров. Уильямс потом объяснил в интервью, что не планировал этого. «Я просто не мог стоять на месте. Ноги сами пошли». 14 месяцев в камере. И внезапная свобода в одно слово судьи. Тело отреагировало раньше головы. В 2018-м в суде Найроби произошло нечто еще более неожиданное. 40-летний фермер Джозеф Камау обвинялся в незаконном захвате земли. Дело тянулось 3 года. Когда судья объявил решение в его пользу, Камау снял пиджак, повесил его на спинку стула и исполнил прямо в зале суда традиционный танец народа кикую с притопыванием, хлопками и гортанным возгласом. Длилось это около 40 секунд. Публика на галерке начала хлопать. Судья не остановил происходящее, по имеющимся данным просто наблюдал с нейтральным выражением лица. Противоположная сторона, адвокат истца, встала и покинула зал, не дожидаясь официального закрытия заседания. Местные газеты написали об этом на первых полосах. Но рекорд по масштабу реакции принадлежит случаю в бразильском Рио-де-Жанейро в 2015-м. 26-летний Рафаэль Соуза провел под стражей 9 месяцев по обвинению в участии в уличных беспорядках. Оправдательный приговор судья огласил в пятницу, в половине 5-го вечера. Соуза не просто станцевал. Он позвал с собой адвоката, взял его за руки и закружил по залу. Адвокат, 52-летний Карлос Мендес, сначала пытался высвободиться, потом махнул рукой и пошел в пляс вместе с клиентом. 2 людей в деловых костюмах кружились по залу суда под аплодисменты зрителей на галерке. Судья объявил перерыв и вышел. Охрана стояла и смотрела. Танец продолжался около 2 минут. Карлос Мендес потом рассказал журналистам, что в его практике это был первый случай, когда он сам нарушил протокол. «Я вел это дело 9 месяцев. Когда Рафаэль схватил меня за руки, я просто не смог отказать». Психологи, изучающие поведение в залах суда, выделяют реакцию на оправдательный приговор в отдельную категорию. Именно потому, что она часто оказывается более бурной, чем реакция на обвинительный. Человек, которого осуждают, в глубине души нередко ждал этого. Человек, которого оправдывают после месяцев или лет ожидания, получает удар в обратную сторону. Мощный, внезапный и абсолютно неподготовленный выброс. Тело не знает, как на это реагировать правильно, поэтому оно реагирует честно. В большинстве стран камеры в залах суда запрещены. Но там, где они разрешены, случается то, что невозможно переснять и невозможно забыть. Прямой эфир из зала суда – это единственный жанр на телевидении, где никто не знает, что произойдет в следующую секунду. 3 октября 1995 года весь мир смотрел прямую трансляцию из суда Лос-Анджелеса. Дело Симпсона. Судья Ита зачитал вердикт присяжных. Невиновен.
В студиях телеканалов по всей Америке ведущие потеряли дар речи прямо в кадре. Один из комментаторов на канале ABC выронил бумаги и не поднял их. Корреспондент у здания суда начала говорить и остановилась на полуслове. Просто замолчала на 7 секунд в прямом эфире. 7 секунд тишины в прямом эфире — это вечность. Этот момент вошел в учебники телевизионной журналистики как пример того, что живая реакция сильнее любого заготовленного текста. Но это была реакция журналистов. Реакция самого зала на приговор Симпсона разделилась по расовому признаку прямо в кадре. Одна половина зала плакала от облегчения, другая от ярости. Оба лагеря одновременно, в одном помещении в прямом эфире на весь мир. В 2011-м американское телевидение снова получило материал, который обсуждают до сих пор. Флорида. Дело Кейси Энтони, обвиняемый в убийстве собственной дочери. Прокуратура требовала смертной казни. Присяжные вынесли оправдательный приговор. Корреспондент телеканала HLN Джейн Веллис Митчелл вела прямой эфир с места событий. В момент, когда прозвучало слово «невиновно», она замолчала, закрыла рот рукой и несколько секунд не могла говорить. Потом произнесла в микрофон: «Я не могу в это поверить. Это нарушение журналистского нейтралитета. Это личная реакция в прямом эфире». Канал не прервал трансляцию. Рейтинги в тот день были рекордными за 5 лет. За пределами американского телевидения прямые трансляции из залов суда редкость, но они случаются. В 2019-м южнокорейский канал транслировал в прямом эфире оглашение приговора по делу о коррупции крупному чиновнику. Когда судья назвал срок на 17 лет, жена осужденного, сидевшая в зале среди зрителей, встала и закричала. Не слова, просто крик. Продолжался он около 5 секунд. Оператор инстинктивно навел камеру на нее. Этот кадр, женщина с открытым ртом на фоне деревянных скамей зала суда, стал главной фотографией дня во всех корейских изданиях. Отдельную историю представляет итальянское телевидение. В 2013-м Рим транслировал приговор по резонансному делу о мошенничестве с участием известного политика. Когда судья огласил обвинительный приговор, адвокат защиты, прямо перед камерой, зная, что его снимают, швырнул папку с документами на стол и произнес в сторону прокурора фразу, которую итальянские цензоры заглушили в повторных показах. Папка разлетелась, листы упали на пол. Адвокат не стал их поднимать. Встал, застегнул пиджак и вышел из зала, не говоря больше ни слова. Этот выход снимали 3 камеры одновременно. Прямой эфир из зала суда делает с людьми странную вещь. Одни забывают, что их снимают, и реагируют так, как реагировали бы без камер. Другие помнят о камерах и все равно не могут контролировать себя в момент приговора. Потому что приговор — это точка. А в точке не думают о камерах. До этого момента все реакции были реакциями одного человека. Осужденного, оправданного, того, кто стоит перед судьей. Но иногда зал взрывается не со скамьи подсудимых, а с галерки. И тогда все выходит из-под контроля значительно быстрее. 28 февраля 2016-го в суде Детройта слушалось дело об убийстве. 22-летний Деандре Моррис был осужден на 35 лет. Когда судья закончил читать приговор, мать осужденного, 40-летняя Шерил Моррис, встала с галерки и бросилась через барьер к сыну. Охранник перехватил ее в 1,5 метрах от Деандре. Она вырвалась. Второй охранник схватил ее за руку. Она укусила его. Не символически, до крови. Охранника госпитализировали с рваной раной на предплечье. Шерил Моррис была задержана прямо в зале суда и провела ночь в камере. На следующее утро ей предъявили обвинение в нападении на должностное лицо и воспрепятствовании правосудию. Деандре наблюдал за происходящим молча, стоя между 2 конвоирами. Но это было столкновение одной семьи с охраной. В 2019-м в суде мексиканского Монтеррея произошло нечто, что вынудило судью покинуть зал через служебный выход под охраной 6 человек. Слушалось дело об организованной преступности. Приговор — 20 лет для главного обвиняемого и сроки от 8 до 15 лет для 7 соучастников. Когда судья огласил решение, в зале находились родственники всех 8 осужденных. Около 60 человек. Реакция началась одновременно с разных точек зала. Несколько женщин начали кричать. 2 мужчин перепрыгнули через барьер. Один из них успел добраться до стола прокурора и опрокинуть его. Второго остановили у барьера. В течение следующих 2 минут в зале шла настоящая потасовка между родственниками осужденных и охраной суда. Судья покинул зал на 45-й секунде после начала беспорядков. Для его эвакуации использовали коридор, которым обычно выводят подсудимых. Полиция прибыла через 4 минуты. Задержали 19 человек. 7 получили травмы. 4 из охраны, 3 из числа родственников. Заседание перенесли на 2 недели. Повторное оглашение приговора проходило в закрытом режиме без допуска публики. В 2023-м в суде Неаполя разыгралась сцена, которую итальянские СМИ назвали семейной войной в зале суда.
Двое братьев обвинялись по одному делу – вымогательство и угрозы. Но показания против них дал их собственный дядя, который проходил по делу как свидетель обвинения. Когда судья вынес приговор, 6 и 8 лет соответственно, мать братьев повернулась к дяде, сидевшему в 3 рядах от нее, и начала кричать прямо через зал. Дядя встал и ответил. Через 15 секунд кричали уже около 10 человек с обеих сторон. Родственники братьев и родственники дяди, пришедшие его поддержать. Судья стучал молотком 2 минуты подряд. Охрана разделила зал на 2 сектора живой цепью. Братьев вывели через боковую дверь. Мать одного из них успела бросить вслед дяде мобильный телефон. Промахнулась на полметра. Телефон разбился о деревянную панель стены. Осколки экрана разлетелись на 3 метра. Никто не пострадал. Дядю эвакуировали первым и отдельно от всех, через тот же служебный коридор. Судебные психологи, работающие с семьями осужденных, говорят об одном и том же. Родственники часто переживают момент приговора острее, чем сам осужденный. Осужденный готовился к этому дню месяцами. Он слышал версии прокурора, видел доказательства, разговаривал с адвокатом. Семья ждала и надеялась. Приговор для них не итог процесса, а удар без предупреждения. И зал суда становится единственным местом, где этот удар можно выплеснуть прямо сейчас, прямо здесь, даже если это ничего не изменит. Среди всех реакций на приговор, обмороков, смеха, побегов, проклятий и семейных потасовок есть одна категория, которая стоит отдельно. Это реакция в последнюю секунду. Когда человек до финального слова судьи держится и ломается именно тогда, когда все уже кончено. 12 мая 2020 в суде Сеула судья зачитал приговор 58-летнему финансовому директору крупной строительной компании. 4 года за растрату. Весь процесс, 7 месяцев, обвиняемый Ким Сон Хо держался безупречно. Приходил в костюме, отвечал четко, не проявлял эмоций. Когда судья закончил читать приговор, Ким Сон Хо кивнул. Спокойно, как будто принял к сведению рабочую информацию. Конвоир сделал шаг в его сторону. И в этот момент Ким Сон Хо снял очки, аккуратно сложил их и положил на барьер перед собой. Потом опустился на колени прямо в зале суда и низко поклонился, лбом почти до пола. Оставался в этом положении около 30 секунд. Встал, поднял очки, надел их и спокойно пошел с конвоиром. Никто в зале не произнес ни слова. Судья не прерывал происходящее. Это не был протест. Это был поклон. Перед кем или перед чем Ким Сон Хо так и не объяснил ни журналистам, ни следователям. В 2017-м в суде Торонто произошло то, что местные судебные репортеры назвали самым тихим финалом из всех, что они видели. 35-летний программист Алекс Бернс был оправдан по обвинению в кибермошенничестве после 2 лет судебного процесса. Когда судья объявил решение, Бернс не танцевал, не плакал и не смеялся. Он достал из кармана небольшой блокнот и ручку и что-то записал. Одно предложение. Закрыл блокнот. Убрал в карман, встал и вышел. Журналист, сидевший в зале, догнал его на улице и спросил, что он написал. Бернс показал блокнот. Там было написано «Сегодня 14 марта 2017. Все». Он вел этот блокнот 2 года. С первого дня обвинения. Каждый день процесса. Одна запись. Последняя была финальной. Именно такие моменты дают ответ на вопрос, с которого все началось. Какая реакция на приговор самая дикая? Не та, что громче всего. Не та, что попала в новости. Самая дикая реакция — это та, которую человек не планировал. Джермейн Уоткинс не планировал смеяться над пожизненным сроком. Кристина Уолш не планировала падать в обморок. Дерек Холлоуэй не планировал прыгать из окна 2-го этажа со сломанной лодыжкой в финале. Если вам понравились эти неожиданные реакции, то обязательно загляните на наш сайт whiteori.co. Там вы найдете еще больше интересных историй и удивительных событий, возможно, даже такие, которые заставят вас смеяться в самый неподходящий момент. Ссылка в описании. Шерил Моррис не планировала кусать охранника. Приговор еще это момент, в который человек перестает контролировать себя именно потому, что контролировал себя слишком долго. Следствие, процесс, допросы, заседания — все это время нервная система работает в режиме постоянного сдерживания, а потом судья произносит последнее слово, и сдерживать больше нечего. То, что выходит в эту секунду, и есть настоящий человек. Без фильтров, без расчета, без маски. Ким Сон Хо поклонился. Алекс Бернс написал 2 слова. Маркус Уильямс танцевал. Жан-Люк Морро бежал 8 лет. Каждый из них ответил на приговор единственным способом, который был честным именно для него. И именно поэтому залы судебных заседаний при всей своей строгости, протоколах и молотках остаются одним из немногих мест на земле, где люди ведут себя по-настоящему.